Напарник темного рыцаря. Я бью с головы в грудь ему, меня дисквалифицируют, я проигрываю финал. Не, у меня нет идеи. Все минус, это? Вообще минус. Сколько денег ты слил на кейсы? Так, политкорректно говорить? Назови 3 лучших капитанов прямо сейчас. Окей. Я прочитал твою мысль. Самая дорогая куртка. Да. И сразу за $800 кроссовки. Да. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр The Craggy Думенко. Мы находимся здесь для того, чтобы с ребятами из Virtus.pro сыграть в одну очень интересную игру. Джейм и Норберт сейчас будут в нее играть. Парни, все очень просто. У вас будет некоторое задание. Какой-то один человек загадан, вы, собственно, пытаетесь его отгадать. 3 подсказки, у каждого по одной пробной попытке. В общем, по ходу дела мы все разберемся. Кто оказывается быстрее своего оппонента, тот получает балл. Если, соответственно, проигравший, тот отвечает на каверзный вопрос. По итогам у нас будет какой-то квест, проигравший будет его выполнять. В конце ролика вы это все дело увидите. Парни, по смыслу понятно? Начинаем? Давай. Поехали. Итак, первое. Ранее играл в Call of Duty на роли снайпера и был контент-мейкером одной организации. Джейм? Стиви. Нет. Норберт, рандомить будешь или ко второму переходим? Ладно, давай я попробую зарандомить. Давай. JDM. Нет, не GDM. Итак, вторая подсказка. Я сейчас вспомнил, что это за игрок. Был такой, да, который вот так вот играл. Ника предсказывал ему прорыв в 2017 году. Так и вышло. Мне бы еще вспомнить 17-й, что я делал. Рандомим или к третьей сразу? К третьей. Ну, уж к третий. Давайте к третьей. Напарник темного рыцаря. Давай. Броун. Нет. Норберт? Не, у меня нет идеи. Все минус, это? Вообще минус. Робс? Ты отвечаешь? Да. Да, это Робс. Ну, Это Робс. Чё? Подожди, он был контент-мейкером в организации? Я не знаю, но типа я пытался связать Робана, и единственное, кто мне пришел в голову, Робс. Если вы помните, Керриган носил маску Бэтмена. У него такая Но фишка я не была. смотрел этих ваших И как супергероев. раз напарник Напарник. Керриган. А я через напарник Бэтмена, Робан, и в соотношении звуков на Робс похоже. Слушай, ну мы поздравляем Джейма. И, Норберт, я иду к тебе с первым каверзным вопросом. У нас пока 1-0. Сколько денег за все время ты слил на кейсы? Бля, только недавно это видел. Значит, тебе будет достаточно легко ответить на этот вопрос. Блин, ну там... Так. Что он отвечает, а не я. У меня был неинтересный ответ. 23 тысячи. 23 тысячи долларов. Да? По курсу, соответственно, 90... Я не знаю, по примерно, какому да? курсу, но... А сколько выпало? Но там плюс-минус на такую же выпало. Реально на такую же сумму выпало? Ну, Окупился почти? Ну, в общем и целом, можно так сказать. Слушай, ну не так плохо в целом. Можно сказать инвестиция. Поэтому все хорошо. Окей, парни, мы идем дальше. У нас 1-0 за Джеймом. И мы переходим ко второму загадочному персонажу. Поехали. Первая подсказка. Отыграл первые 19 HLTV матчей за команду Атлантс. Так. Перфектно. Вот это впервые, друзья, чтобы у нас с первой подсказки отыгрывались игроки. Действительно, это перфекто. И Норберт уверенную абсолютно борьбу здесь. Надеюсь, там будет вопрос по Пашу ножа. Начинаем. Мы идем к тебе, Джейм. С Атлант. каверзными Что за вопросами. команда? Атлант, там был Кошак, Трэвис, Перф. У нас каверзный вопрос. Джейм, что должно произойти, чтобы ты закричал на соперника на лане? Если честно, не на лане все что угодно. Так, но на лане, когда мы уже выиграли финал, последнюю карту, не знаю, это ничего. Ну, то есть нет желания вот что-нибудь крикнуть ребятам? Именно ребятам крикнуть, чтобы они услышали и такие, вот я хочу, чтобы ты услышал что-то от меня, и такого нет. Ну смотри, не всегда Apex же тоже кричит для того, чтобы там слышал. Не, я понимаю, как это работает, но я говорю, что я не хочу, у меня нет желания, чтобы вот он услышал, типа, и увидел меня. Вот. Я если заору, то это чтобы поддержать, да, но не для того, чтобы мне плевать на соперников. А если тебя режут с ножа и пишут в чате, что ты нуб? Ну, они тебя провоцируют,
я бью с головы в грудь ему, меня дисквалифицируют, я проигрываю финал для своей страны, я остаюсь мужчиной. Отлично. Как Зидан. Да, хороший ответ хорошего мужчины. Парни, вы готовы? Давай. Поехали. Был признан MVP 8 различных турниров. Может, рандомить, да, сейчас? Можно? Да, можно. Ну, у меня есть догадка, но хочу, чтобы Давид первый раз сказал. Чтобы ты себе сузил круг. Нет, ты можешь попасть просто. Ладно, давай. Давай. Девайс. Нет. Это либо вот Guardian, либо Кеннис, но и то там по 12 могут быть. Кеннис. Не Кеннис. Вторая подсказка, друзья. Деактивировал свой твиттер в 2016 году, потому что булил там тиммейтов и столкнулся с хейтом комьюнити. Можем зарандомить и переходить к третьей. Да, опять. Третья прям очень легкая. Я думаю, что вам стоит порандомить. Ладно, JV. Нет. Автор того самого хайлайта на Мираже. Колдера. Да. Это Булил тиммейтов? Колдзера. Он булил тиммейтов в 2016 году и столкнулся с хейтом комьюнити. Здесь так написано, бумажка врать не будет. Это 100%. Поэтому 2-1 у нас Джейм выходит вперед, друзья. Это, кстати, твой тезка. Марсело Дэвид, ты его не угадал. За это каверзный вопрос. Kiss, Mary, Kill. Генсуха, Аринян, Тендерли Бае. Честно, я могу не отвечать на это. Нет, в этом и суть каверзных вопросов. Мы для этого здесь собрались. Мы из мира, где обсуждают стример. Потом ко мне вопросы будут. Очень много. Я не виноват. Давай. Генсуха, Килл. Аринян. Поцеловать. Поцеловать Аринян. И, соответственно... Хотя бы. Ладно, пусть так будет. И Тендерли Бае жениться. Окей, мы у тебя услышали, спасибо. Игрок под номером 4. Поехали. Обладает необычным рекордом. Дважды за карьеру сделал -3 с ножа в одной игре. Уф. Нет. Пусть будет JV. Нет. Переходим Больше нет, да? к подсказке. Да, тут Ладно, у меня по идее... все указывает на этих двух. Согласен. Но вот тут уже очень интересно. В 2019-м открыл бизнес, но не пошло и свернул в 2020-м. Ты нажал? Ну, ты первый нажал. был первый. Дося? Да. Окей, ладно. Это Михаил Столяров. Открыл, соответственно, Мойку, автомойку. снова, и у них не пошло. Да. И не пошло. 2-2, друзья. У нас тут с вами вообще... Подожди, жестко типа, еще раз, как ты прочитал? Обладает необычным рекордом. Дважды за карьеру сделал -3 с ножа в одной игре. Ты, наверное, в 1.6 какой-то. То есть, был. получается, у нас была какая-то одна игра, в Не которой... знаю, но вы даете вопросы ему, связанные с близким кругом общения у него. А при чем? Ну, перфекта, и ты с Русом играл. Так и что? Это же все знают, что у них бизнес не этот. Да. Все знают, что мой дочь открыли бизнес автомойку. Ну, это было очень, Ну, окей, это очень было. такое хайповое. На тот момент тогда Дося... Ну, они с он ним, сейчас? он, по-моему, заезжал на БК, я рассказывал просто про эту Про автомойку. автомойку? Не, он не заезжал к нам. Он к нам не заезжал. Это клевета. А мы идем к Джейму с вопросом каверзным. Когда ты последний раз жестко наорал на кого-то из команды? Именно наорал. Наорал. Но у меня есть повышенные децибелы, и это как норма. Потом есть сверхповышенные децибелы, и вот есть ультра повышенные децибелы, но такого на команду не было. Вот сейчас ты какими децибелами говоришь? Пониженными. Пониженными. Это спокойно. Мы до ультра не доводили еще. Да, ультра это только я могу, если я там в соло, на себя. Так, повышенные это... Он только флит приходит в голову. Но не в плане игры. На флита. Да, вроде. Расскажи нам, за что, когда, о чем. Мы просто обсуждали логистику, как лучше сделать, и там непонимание было. Не сошлись во мнении. Ну да, ну там просто 3 месяца что-то вместе и так далее. Угу. Притерлись вот. Но это не наорал, это были... Просто повышенный там. Да, есть типа повышенный тон, когда во время игры, о котором я в целом постоянно говорю, мне кажется, правильно? Да. А есть прям еще более повышенный, но я думаю, он воспринимается так, потому что это не во время игры. То есть во время реальной жизни обычный тон, а когда он повышен, то это кажется, что вот все. Окей, принято. Поехали к 5-му игроку. Первая подсказка. У этого игрока есть геймерский магазин в родном городе.
GV. Джейми? Очень быстро, очень жестко. Что ты можешь про его магазин рассказать нам? Ты был там? Я там не был. Откуда ты так хорошо знаешь, что у него свой На магазин? самом деле у Фоллана тоже есть магазин девайсов. Почему именно Джейми? Он первый это сделал. Потому что, да, он засветился как первый. Это Доси и GV как будто, больше я не назову. Больше бизнес никто не Ну да, знает. вроде как это не светилось. Так, Норберт, Давай вопрос мне. мы идем к тебе, у нас Джейм выходит вперед, это 3-2, а мы идем дальше. Я, собственно, возвращаюсь к теме людей. Я называю никнейм, ты первое слово, что придет в голову. Поехали. Давай. Ника. Будка. Ника Будка. Торин. Пес. Апекс. Клоун. Апекс Клоун. Давид Норберт. Лоба. Синтольный. Аункер. Я прочитал твою мысль. Давай, первое, что пришло в голову. У тебя там была какая-то мысль. Осел. Давай. Адрен. У него ник был I don't believe it. Типа I don't believe it. Угу. И у меня всегда ассоциация такая I don't believe it. То есть Адрен, I don't believe it. Да. Отлично, так и запишем. Моноси, Малыш. малыш и мир, Пистолет. пистолет. Вот такие ассоциации. 3-2, друзья, мы переходим к шестому раунду. Парни, поехали. Первая подсказка. Был частью таких коллективов, как Pentagram G-Shock, Meet Your Makers и Frag Executors. Вообще первый раз такое. Это что-то очень Это- бородатое. Фраг. Как будто это Америка какая-то. Ну, Зоник. Нет. Нет, там МТВ же нету. Не знаю. Давид, пробовать не будешь? Не-не-не, тут прям вообще 0 идей. Переходим ко второму. В 2011 году занял 6-ю строчку рейтинга HLTV. Это 1,6. Нафиг. Нет. Я даже Но не... это тяжело вспомнить, действительно, 2011 год. Его подопечные первыми вышли на мажор 2024 в Копенгагене. Тасс. ТАСС. Это Виктор Войтас, друзья. Что про его появление на слоте тренера G2 можете сказать? Очень опытный должен быть. Авторитетный чувак. А любой капитан легко становится тренером, особенно топ. Так, 4-2. Друзья, Джейм вырывается вперед. Норберт, что ж, Удиви меня давай. ну тут легко. Тут чуть-чуть мы с тобой выдохнем. С кем из про-игроков, не из Virtus.pro, ты последний раз переписывался? Вот тут легко. Но потом есть у нас сноска «Покажи сообщение». Ладно. Достаю телефон, с перфект переписывался. Опа. Вот почему. Я вам проверю, Про перфект. Минус 2 у него балла, у меня 6. Что мне сказать, что он мне написал? Давай. Он мне спросил, улетел ли я с Бухареста или нет. Так, а ты ему что? Я сказал, да, я уже в Москве. А он тебе что? Норм. А ты ему что? Все. Все. Ну и У меня хорошо. с мамой такая же переписка. У меня то же самое. Я полетел. Все, пока. Перфект просто заботится о тебе. Написал: Давид, все хорошо. Улетел, все в порядке. Да, Илюх, все супер. Ну, отлично. Поехали. Начал свою карьеру еще в КС 1.2. Такая. Бом. Ну, один Это уже до день. нас с тобой Окей. началось. Это Ну, до меня точно. до нашей эры. А, и все, да? Все, это первая подсказка. Может, страну хотя бы скажешь? Нет. Нет. Там другая подсказка. Давай, ладно. Я Пусть будет Кубан. Нет. Маркелов. Нет. И следующая подсказка сразу про страну. Француз выбрал себе никнейм, разглядывая кроссовки Nike. У нас есть француз, который начал свою карьеру в CS 1.2. Подожди, я знаю никнейм. Одного У меня же ауда. есть попытка, да, зарандомить? Йорик? Нет. Все, подожди. Сиксер. Нет. Ну, он играл, да, 1.6. Идем к третьему. Имеет кое-что общее с Пьером Ришаром. Знаете, кто такой Пьер Ришар? Нет. Не понял? Пьер Ришар — это французский актер. Но честно, вам эта информация не нужна. Я предлагаю вам пробовать Окей. пробивать. Мейдж. Нет. Турок. Он мог быть засланным французом. Не, он... Шокс! Да, действительно, Я понял. это
Шокс. Я не знаю, я чисто из того, что у него этот Ричард Попил им фамилия. Ришар Папион, действительно, и это имеет кое-что общее с Пьером Ришаром. Джейм, мы идем к тебе, у нас 4-3, у нас очень близкое противостояние. Что ты выберешь? MVP мейджора или топ-1 HLTV? Это только верный вопрос. Норберт сидит, думает, HLTV никак не влияет же на победу на мейджоре, правильно? никак не влияет. MVP мейджора. MVP мейджора. Топ-1 HLTV не нужен абсолютно. Вообще не нужен. Пусть за его... Это его... Ну, я не хочу обесценивать, конечно, там крутые игроки, но, типа, все остальное, это надо просто там участвовать. А есть, например, Гулит Иглс, которые попадают на мажоры, нигде не играют и доходят до крутых стадий. 8-й игрок. Был одним из первых членов Ассоциации профессиональных игроков в CSGO. Гзипникс. Нет. Будет? Стику. Нет. Идем далее. Играл с Тендыном состава клуба по другой дисциплине. Флейм. Нет. Так, я могу зарандомить. Да. Ну, пусть будет Апекс. Нет. Третье, друзья. Недавно взял себе часть имиджа Хитмана. Хитман Элиш. — это Элидж. Действительно. Норберт берет, врывается. А что у него из Хитмана? Лысина. Так, политкорректно говорить, лысина. Прическа. Безволосая прическа. Так нормально? С минимальным количеством волос. Прическа с минимальным количеством волос. Джейм, каверзный вопрос. Назови 3 лучших капитанов прямо сейчас. Окей, прямо сейчас Керриган, Апекс и Чоппер будет. 9-й человек. В 2014 году выступал за Маус Sports, но всего пару месяцев. Керриган. Нет. Ну, пусть будет Ника. Нет. Поехали ко второй подсказке. Почти ушел в комментирование, но вернулся и всем все доказал. Кайден. Да. Это Каспер Мюллер. Слышали его комментирование? Нет. Что тебе первое приходит в голову, когда ты Кайден? Кайден? Финал Рио. Джейм, почему Достан закрывает рот рукой во время пауз? Битбокс. Битбокс? Он нас настраивает. Отлично. Я не знаю, он шифруется. Шифруется? Чтобы не прочитали по губам, там стратегии секретные, как делают в крутых матчах NBA, в футболе, да. Скрывает свой мейнгейм. 5-4. Норберт впереди. Мы приходим к, возможно, решающему. Первая подсказка. Получил свой никнейм, рандомно ударив по клаве. Пусть будет Гзипникс. Это Гзипикс, друзья, действительно. Это Кас, это Андрес Хойслет Гзипикс. Норберт, мы к тебе идем тогда. Назови 3 самых дорогих вещи Гуччи в твоем гардеробе и их стоимость. Куртка. Куртка. Кроссовки. Подожди, давай по порядку. Куртка Гуччи. Куртка Гуччи. Цена? 2800 2800, что 2800? долларов. Долларов. На курточку Гуччи. Отлично. Теплую, хорошую, Хороший, качественную. теплый куртка. На 5 сезонов сразу Отлично. вперед. Отлично. Нет, абсолютно нормально, конечно. Дальше, что у нас? Кроссовки. Кроссовки Гуччи. Стоимость? 800. $800. Да. То есть у тебя, значит, есть 3 самых дорогие вещи. Это самая дорогая куртка. Да. И сразу за $800 кроссовки. Да. То есть ничего дороже 800 нет. Нет. Нету. Хорошо, значит, Надо исправить. да. И третий Этот, слот. сумка, бананка. Сумка-бананка. Сколько стоит? Что, дешевле $800? Ну, она плюс-минус столько же, по-моему. Или она дешевле, чем просто, или я не помню. Я ее после Рио купил. После Рио. Ну, примерно так же Ну, плюс-минус, что-то... 1070. Да. 1070. Но это где ты покупал, в какой стране? Это я в Рио покупал. В Рио. Отлично, Давид. У нас последний вопрос. 5-5. Нужно собраться. Потому что там впереди еще каверзные задания, понимаешь? Давай, поехали. На старте своей про-карьеры сталкивался с критикой аналитиков и болельщиков. Да, одинакового никнейма нету, правильно? Нету. Ладно, Бумыч пусть будет. Это неправильный ответ. Мы переходим Давай к следующему. ко второй подсказке. Сейчас в инактиве, но раньше любил устраивать трэш-ток на лане. А инактив считается Инактив?
этого мажора, который игроки ушли, скорее всего. Это не имеет значения. Не с этого мажора, короче. Да. Один парень отпадает, правильно? Давайте, либо пробуем, либо переходим к третьему. Ну, третья уже, конечно, ближе к сути. Страны ты не назовешь страну. Либо континент. Давайте третью, и там, да, действительно. Окей, тогда я рандомлю. Давай. Стюи. Ты сильно расстроишься, если это будет правильный ответ? Ну, раз он прям жестко. Это Стюи Тукей, друзья. У нас Ну, Джейм да, у него- победитель. Была у него грязь. Если бы тебе, Норберт, сказали оставить в инвентаре только 3 скина, какие бы ты выбрал? Перчатки, нож и медальку от чемпиона. Давай по порядку. Перчатки какие? Розовые. Второе у нас нож. Нож. Третье, И медалька медалька. чемпиона Рио. Что ж, друзья, Джейм, мы поздравляем. Это уверенная победа 6-5. Ну а к Норберту мы идем с наказанием. Проигравший Норберт, соответственно, делает пост у себя в Телеграме. Что должно быть в посте? Я Условия тебе розыгрыша. Отвечу условия, конечно. Ты себе в Телеграм пишешь: я, Норберт, разыгрываю 10 новых кейсов с ключами. Условия. Первое. Подписаться на телеграм-канал Virtus.pro. Телеграм-канал Virtus.pro. И на телеграм-канал победителя. Соответственно, Джейма. Джейм получит своих подписчиков. Вот. И нажать, конечно же, на кнопку «Участвовать» нужно обязательно. Эта кнопка, друзья, будет в посте. Снизу ее Норберт для вас прикрепит. Итоги будут подведены 11 марта. Со всей душой Норберт раздаст 10 кейсов и 10 ключей вам, конечно же. Парни, спасибо большое, что пришли. Вам удачи на мажоре. Это были Джейм и Норберт. Всем удачи. Пока-пока.